Могу поспорить, ты вместе со мной плакал от этих смертей. Наруто — это не просто аниме про бои и силу. Это история, которая ломала нас снова и снова. Сегодня я покажу тебе самые болезненные смерти в Наруто, которые навсегда остались в памяти фанатов. И поверь, чем дальше, тем тяжелее. Забуза и Хаку. Это был первый момент, когда Наруто ломает тебя. Не постепенно, не аккуратно, а резко, неожиданно. Как будто ты вообще не был к этому готов. Ты ведь не ожидал этого, правда? Обычная миссия, обычные враги. Типичная история, где герои просто должны победить. Ты даже не думаешь, что здесь может быть что-то серьезное. И вдруг Хаку падает. Просто в один момент он есть, а в следующий уже нет. Он даже не пытается спасти себя. Он закрывает собой Забузу, как будто это единственный вариант, который он вообще рассматривает. И именно в этот момент внутри что-то ломается. На этом моменте происходит что-то странное. Забуза, тот самый холодный убийца, начинает кричать. Не злиться, не угрожать, а чувствовать. И ты ловишь себя на мысли, почему мне его жалко? Почему я сейчас переживаю за человека, которого еще пару минут назад хотел видеть побежденным? Когда он идет в последний бой, уже раненый и практически без сил, не потому что должен, а потому что по-другому уже не может, ты понимаешь, это не злодеи. Это люди, которым просто не дали шанса. Люди, которые оказались не на той стороне и так и не смогли из этого выбраться. И именно в этот момент Наруто впервые показывает тебе, что этот мир намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. И это только начало. Хирузен Сарутоби. А вот здесь ты впервые понимаешь, что в этом аниме все серьезно. Не по-настоящему серьезно потом, а уже сейчас, когда ты еще не готов к тому, что произойдет дальше. Умирает Хокаге. Не какой-то второстепенный персонаж, не случайный ниндзя из миссии. Хокаге. Человек, который казался вечным. Тем, кто всегда есть, кто всегда защитит, кто просто не может исчезнуть из этого мира. Именно поэтому ты до последнего не веришь, что это реально происходит. Он выходит против Орочимару, своего ученика. И в этом уже есть что-то тяжелое. Это не просто враг, это человек, которого он когда-то учил, которого, возможно, должен был остановить раньше. И ты уже чувствуешь, что это не просто бой, это что-то личное, что-то, что тянется из прошлого, что-то, что должно было закончиться именно так. Он знает, что не победит. Это чувствуется в его движениях, в его взгляде, в том, как он идет вперед без иллюзий, но все равно идет до конца. Не потому что есть шанс, а потому что он обязан. И в этом моменте нет героизма в привычном смысле, есть только ответственность и цена, которую он готов заплатить. Тут приходит осознание. Даже самые сильные могут уйти. Даже те, кто казался опорой всего мира. И если может умереть Хокаге, значит дальше может случиться что угодно. И дальше будет только больнее. Конан. Эту смерть часто недооценивают. Она не вызывает столько обсуждений, о ней реже спорят. Но если ты ее помнишь, ты знаешь, насколько она тяжелая. Потому что это не та смерть, которая давит громко, она давит тихо, постепенно. И от этого становится только хуже. Она уже потеряла всех. Нагато, Яхико, всех, ради кого жила. Всех, кто давал смысл ее пути. И по сути, она уже давно осталась одна, но все равно остается верной до конца. Не потому что есть надежда, не потому что можно все вернуть, а потому что это единственное, что у нее осталось. Бой с Обито — это не про победу и не про силу. Это про «я не предам их, даже если умру». И ты это чувствуешь в каждом ее движении, в каждом решении. Она не пытается спастись, она пытается довести все до конца. И самое обидное, она почти побеждает. Она была настолько близко, что в какой-то момент ты реально веришь, а вдруг получится. Но этого не хватает.
И вот это «почти» и ломает сильнее всего, потому что победа была рядом, настолько рядом, что можно было ее почувствовать. Но в итоге она умирает, совершенно одна. Без Нагато, без Яхико, без кого-то, кто мог бы быть рядом в этот момент, без громких слов, без прощаний. Просто конец. Именно поэтому эта смерть ощущается так пусто. Как будто что-то просто исчезло, и никто этого даже не заметил. Но дальше будет уже по-настоящему больно. Асума Сарутоби. Вот здесь ломается не персонаж. Здесь ломается зритель. Не из-за самого боя, не из-за того, как это показано, а из-за того, что происходит после. Ты помнишь, как все происходило? Этот бой сначала не кажется чем-то финальным. Ты все еще думаешь, они выкрутятся, сейчас что-то придумают. Но внутри уже начинает появляться тревога. Та самая, когда ты еще не видишь конец, но уже его чувствуешь. Асума уже понимает, что не выживет. Он это принял раньше, чем зритель, но продолжает сражаться. Не ради победы, а ради того, чтобы дать своим ученикам шанс. И в этом есть что-то очень тихое и тяжелое. А потом все заканчивается. Без громкого финала, без ощущения героической победы. Просто момент, после которого уже ничего не вернуть. Момент, когда начинается самое тяжелое – Шикамару. Здесь становится по-настоящему больно. Он сначала держится, говорит спокойно, анализирует, как будто все под контролем, и ты почти веришь вместе с ним, что он справится. Но потом он остается один, и вся эта собранность просто исчезает. Этот момент — это уже не сцена из аниме. Это ощущается слишком реально, слишком знакомо. Как будто ты смотришь не на персонажа, а на настоящую потерю. И именно поэтому это бьет так сильно. Но дальше будет смерть, которой вообще никто не был готов. Неджи Хьюга. Вот здесь никто не был готов. Вообще никто. Ни зритель, ни персонажи внутри самой сцены. Это не тот момент, к которому тебя подводят. Не тот, где ты заранее понимаешь, сейчас кто-то умрет. Здесь все происходит слишком внезапно. Не было времени осознать, не было постепенного нарастания, не было красивого прощания. Просто момент, который длится секунду и меняет все. Неджи уже стоит перед атакой, не раздумывая, без паузы. Он даже не выглядит как человек, который выбирает, как будто это решение уже давно внутри него. Он делает шаг вперед и принимает удар на себя. Все происходит слишком быстро, настолько быстро, что мозг не успевает это принять. Ты даже не успеваешь понять, что произошло, как он уже лежит. Еще секунду назад он был в строю, говорил, действовал, и вот тишина. Наруто держит его и не знает, что сказать. Он, который всегда находит слова, который всегда кричит, убеждает, спасает, здесь просто молчит. И ты тоже не знаешь, потому что в таких моментах нет правильных слов. Это слишком резко, слишком несправедливо. Неджи — это тот, кто уже прошел свой путь. Он изменился, он принял себя, он нашел свое место. Ты был уверен, что он выживет, и именно поэтому до сих пор многие не принимают эту смерть. Его история уже закончилась правильно. Все думали, что он будет просто жизнь, но нет. И именно поэтому это так сильно выбивает, потому что это смерть без подготовки, без логического завершения. Просто раз и все. Дальше история персонажа, который мог быть Наруто. И если ты тоже помнишь эти моменты, поддержи видео лайком. Ты даже не представляешь, как это помогает каналу расти. Обито Учиха. Самое страшное и неприятное в Обито, насколько он похож на Наруто. И это не просто поверхностное сходство. Это ощущение, которое приходит не сразу, а постепенно, когда ты начинаешь замечать детали. Та же мечта, та же энергия, та же наивная вера в то, что все можно изменить, что можно стать героем, что можно спасти тех, кто рядом. И именно поэтому становится не по себе. Потому что ты понимаешь, он не должен был стать тем, кем стал. Но один момент, одна точка, где все пошло не так, и он
сломался. Не сразу, не резко, а постепенно, шаг за шагом, уходя все дальше от того, кем был раньше. И вот это ощущение, а ведь могло быть иначе, оно и давит сильнее всего. Когда он умирает, это не ощущается как победа. Нет облегчения, нет чувства, что зло наконец-то побеждено. Это ощущается как потерянная версия героя. Как будто ты смотришь не на финал злодея, а на конец истории, которая могла быть совсем другой. Как будто это не тот, кого нужно было остановить, а тот, кого нужно было спасти намного раньше. Как будто ты смотришь на Наруто, который просто не выдержал, который остался один в ненужный момент, которому не хватило кого-то рядом. И именно это делает его историю такой тяжелой, потому что она слишком близка к тому, что могло случиться с главным героем. И от этого становится еще тяжелее. Дальше будет не менее трагическая смерть, но многими она так не воспринимается. Нагато. После разрушения Конохи ты ждешь одного, чтобы Наруто его уничтожил. Потому что все уже зашло слишком далеко. Город разрушен, люди мертвы. Ты видел слишком много, чтобы хотеть другого исхода. Ты уже настроен на это. Ты уже готов к этому. Готов к финальному бою, к моменту, где герой наконец отомстит. И кажется, что по-другому просто не может быть. Но вместо этого разговор. В первую секунду это ломает ожидания, потому что ты не этого хотел, не этого ждал. И сначала это даже раздражает. Хочется, чтобы все решилось силой. Хочется увидеть наказание. Но разговор продолжается, и ты все равно слушаешь. Сначала с сопротивлением, потом все внимательнее. И Нагато тоже. Вот здесь происходит перелом. Не в бою, а в разговоре. Ты видишь, как человек, который только что разрушил все, начинает сомневаться, начинает вспоминать. И когда он принимает решение отдать свою жизнь не потому, что проиграл, а потому что сам так решил, чтобы вернуть всех, кого убил, вот здесь приходит осознание. Ты понимаешь, это не просто смерть, это не наказание, не поражение, это искупление. Осознанный выбор человека, который наконец понял, где он свернул не туда. И именно поэтому этот момент работает так сильно. Потому что это победа без удара. Победа, в которой никто не проиграл в привычном смысле. В этот момент ты понимаешь, даже тот, кто причинил столько боли, не потерян до конца. Но дальше уже не про врагов. Дальше про самое личное. Минато и Кушина. Вот здесь уже невозможно просто смотреть. Не как раньше, не как обычную сцену. Потому что в какой-то момент ты перестаешь быть зрителем и просто начинаешь это проживать. Потому что это не бой. Здесь нет противостояния, нет победителя. Это родители, которые знают, что сейчас умрут. И самое тяжелое, они это принимают. Без паники, без попытки убежать. Как будто у них уже есть только одно – последние секунды рядом с ребенком. И говорят не про войну, не про врагов, не про долг. Они говорят про жизнь, про то, чтобы Наруто ел нормально, чтобы нашел друзей, чтобы не был один. Самые обычные вещи, те, которые в обычной жизни кажутся мелочами, те, которые говорят каждый день и не задумываются. И именно поэтому это бьет сильнее всего. Потому что здесь нет ничего эпичного, только правда. Потому что ты понимаешь, это то, что он должен был слышать постоянно. Не один раз, не в последний момент, а каждый день, с утра, перед сном, просто так. А услышал только один раз. И именно в тот момент, когда уже ничего нельзя изменить. И от этого становится еще тяжелее. Но то, что будет дальше, сломало фанатов сильнее всего. Итачи Учиха. Ты ведь тоже сначала его ненавидел. С самого начала, без сомнений. Он казался холодным, жестоким, абсолютно чужим. Тем, кого нужно остановить. Смотрел и думал, как он мог. Как можно было сделать такое? Как можно было предать все? И ты даже не допускаешь, что за этим может стоять что-то другое.
И вот финальный момент. Тот самый, к которому все шло. Который должен был закончиться просто и понятно. Саски стоит перед ним, готов к последнему удару. Все напряжение на пределе. Кажется, сейчас все закончится так, как ты и ожидал. Итачи подходит ближе. Медленно, спокойно, без агрессии, без попытки добить. И вместо атаки касается его лба. Как в детстве. Тот самый жест. Тот самый момент, который раньше значил «еще рано». И ты замираешь. Потому что это выбивается из всего, что ты видел до этого. Потому что это не похоже на победу, не похоже на месть. Потому что в этом нет злобы. В эту секунду ты еще не знаешь правду, но уже чувствуешь, это не конец злодея. Это конец чего-то большего. Чего-то, что ты пока не можешь до конца понять, но уже ощущаешь внутри. И когда правда раскрывается, когда все переворачивается, когда ты начинаешь пересобирать весь его путь заново, становится по-настоящему больно. Потому что ты понимаешь, он все это время нес это один. Потому что ты понимаешь, что все это время смотрел не на того персонажа, что все это время ты ошибался. И это чувство, оно бьет сильнее самой смерти. Но даже после этого есть смерть, которая ломает сильнее. Джирая, ты помнишь момент, когда понял, что он не вернется? Не сразу, не в начале боя, а именно тот момент, когда внутри что-то тихо щелкает, и ты вдруг понимаешь, назад дороги уже нет. Никогда его ранили, никогда стало ясно, что против него слишком сильный противник, а когда он уже начал тонуть. Когда движение становится медленнее. Когда он больше не поднимается так, как раньше. Когда ты смотришь и впервые не ждешь, что он сейчас встанет. Вот тогда приходит осознание. Все. Это конец. Без громкого объявления, без слов. Просто тихое понимание, которое накрывает. И самое тяжелое, он умирает один. Не в кругу друзей, не рядом с теми, кого защищал. Без Наруто. И именно это бьет сильнее всего. Потому что ты знаешь, если бы Наруто был рядом, все ощущалось бы иначе. Он вспоминает его, улыбается, как будто в этот момент он уже не в бою, а где-то там рядом с ним. И в последние секунды дописывает послание. С трудом, через боль, но все равно заканчивает. Потому что для него это важно. Для ученика, который стал ему как сын. Не просто ученик, не просто один из многих, а тот, в кого он действительно верил. И когда Наруто узнает об этом, нет крика, нет ярости. Он просто сидит и не верит. Как будто мозг отказывается принимать реальность. Как будто если он просто посидит еще немного, все вернется назад. Потому что это был не просто учитель. Это был человек, который всегда был рядом, который поддерживал, который смеялся, который учил жить, и которого больше нет. И именно в этот момент ты понимаешь, почему эта смерть для многих самая тяжелая. И, возможно, именно поэтому эту смерть до сих пор никто не может пересмотреть спокойно. Наруто — это не мультик про жизнь ниндзя. Это про потери, которые ты чувствуешь вместе с героями. А теперь, честно, какая смерть потрясла тебя сильнее всего? Напиши в комментариях, я читаю все.